Всем привет! Вы на канале Lucky Crown, и это второй выпуск, посвященный коллекционерам скинов. Сегодня я расскажу тебе о самом величайшем коллекционере ножей. У него в коллекции аж 121 нож, из которых 102 ножа имеет ранг 1. Это самые чистые ножи в мире. А в общей сложности у него 136 ранг 1 скинов. Листая его инвентарь, удивляешься, сколько же золотого блеска от ранг 1 предметов. Как вы думаете, сколько у него редких паттернов на ножах? У него в коллекции 15 сапфиров, 4 рубина, целых 2 изумруда, зато каких, и 4 Black Pearl ножа. Представляю вашему вниманию АК Дикий Лотос, ранг 1, имеющий 3 нуля после точки, с сетом стикеров LGB eSports Holo Katowice 14. Стоимость АК с таким флотом более 10 тысяч долларов, плюс 4 стикера еще около 15 тысяч долларов. Вы же понимаете, АК новый, а стики старые, и клеились они сейчас. В это вложено просто офигеть сколько бабок. У меня нет информации, откуда у него данный скин. Я не думаю, что он сам его крафтил или клеил стикеры Katowice 2014 года. Скорее всего, он уже такой купил. Давайте-ка взглянем на его Steam профиль, а затем осмотрим самые редкие экземпляры. У него 404 левел в Steam. Вы знаете, сколько нужно потратить, чтобы поднять такой уровень? Я вам отвечу. На карточке у него ушло от 1500 до 2000 долларов. Вы можете возразить, что можно и дешевле поднимать левел, например, на распродажах. Да, это так, но не в данном случае. Его аккаунт создан чуть более полугода назад. За такой короткий срок прокачать можно только за деньги. За очень большие деньги. При этом у него нет ни витрин, ни красивого оформления. Все максимально скромно и открыты только комментарии. У нашего коллекционера 4 пары перчаток ранг 1. Но стоящей внимания только одна пара, и сейчас я вам о ней расскажу. Это перчатки Королевский Змей прямо с завода. Они очень редкие. Всего за все время открытий кейсов упало только 26 перчаток в качестве прямо с завода. Вы себе представляете 26 за все время открытий кейсов? Так как у перчаток Float Range начинается с 0.06, шанс выпадения их прямо с завода крайне мал. Его перчатки имеют float 0.0601. Определить их цену практически невозможно, но я могу с уверенностью сказать, что это более 10 тысяч долларов. Здесь и далее я буду называть вам цену дефолтных скинов, прямо с завода имеющих обычный флот. Так как речь идет о ранг 1 предметах, то вы должны понимать, что они стоят существенно дороже. Еще у него есть пистолет, который имеет 6-е место среди вообще всех скинов в мире. Это просто топ. О нем я расскажу чуть позже, так что смотри до конца. Вы только посмотрите на эту бабочку Сапфир. Она прямо с завода, со счетчиком StatTrack. Стоимость дефолтной 12 тысяч долларов, что на наши деньги более 900 тысяч рублей. А перед нами ранг 1. И ее стоимость гораздо выше. А вот и классический нож, который я упоминал в ролике про другого коллекционера. Можете ознакомиться по подсказке, всплывшей вверху справа. На данный момент это самый чистый нож в мире и 19-й среди вообще всех скинов, не только ножей. У него 7 нолей после точки. Это просто взрывает мозг. А это Bowie Sapphire StatTrack. Имеет 3 нуля после точки и стоит от 3000 долларов или 250 тысяч рублей. Вы только посмотрите, как красиво смотрится сапфир на таком большом клинке. А что насчет АВП? В целом они ему не очень интересны, он все-таки любитель ножей. Но у него есть достойные экземпляры. Например, у него есть 3 гунгнира прямо с завода. Да, они не ранг 1, и самый чистый имеет ранг 50. Интересное наблюдение. У него 2 гунгнира скрафчены с ровным флотом. Один из них имеет после точки 2 нуля и 7 шестерок, а у второго 2 нуля и 7 восьмерок. Выглядит очень красиво. А что касается цен на гунгнир, то прямо с завода он стоит около 500 тысяч рублей или 6,5 тысяч долларов. Таких у него 2. Который более чистый имеет ранг 50, может стоить порядка 9 тысяч долларов в данный момент. Этот великолепный М9 StatTrack Изумруд имеет 3 нуля после точки. Дефолтный стоит от 11 тысяч долларов или 850 тысяч рублей. Это очень редкий нож.
ведь изумрудов гораздо меньше, чем сапфиров и рубинов. Данная бабочка Black Pearl имеет 3 нуля после точки. Стоит такая от $2500 или 200 тысяч рублей. Этот штык-нож имеет 4 нуля после точки и стоит $4500 или 350 тысяч рублей. Такой коготь Black Pearl имеет 2 нуля после точки, стоит от $2300 или 180 тысяч рублей. Складной нож Сапфир. Он имеет 3 нуля после точки и стоит $3000 или 250 тысяч рублей. У нашего коллекционера их два, один обычный и второй Stat Track. Данный глок имеет 8 нолей после точки, и он занимает 6-е место по частоте среди всех существующих скинов. Вам не кажется забавным, что скин за 47 рублей, что менее $1, получил такой флоут, когда выпал из кейса, что сделало его очень дорогим, как по волшебству? Медвежий нож Сапфир, он же Урсус, имеет 4 нуля после точки, стоит $4500 или 350 тысяч рублей. Перед вами довольно редкий керамбит изумруд с 4 нулями после точки. Стоит такой от $9000 или 700 тысяч рублей. По-моему, каждый бы мечтал играть с таким. Медвежий нож Stat Track Black Pearl с 4 нулями после точки. Стоит такой от 180 тысяч рублей или $2300. А как вам такая великолепная медуза ранг 1? Она имеет 3 нуля после точки. Стоимость такой более 600 тысяч рублей или $8000. Пока я делал этот ролик и следил за движением предметов в инвентаре данного коллекционера, в один из дней я увидел, что он открыл 300 перчаточных кейсов. К сожалению, там был в основном один ширп и одни дешевые перчатки. Зато в другой день у него появился просто величайший новый скин. Это самый чистый М9 Рубин. У него 4 нуля после точки. Стоимость дефолтного от $6000 или $500 000 рублей. Инвентарь этого коллекционера постоянно пополняется редчайшими скинами, чего я желаю и всем вам, мои зрители. Поставьте жирный лайк, если вам было интересно смотреть, и напишите комментарий, чтобы я мог понять, нравится ли вам данная тема. Всем пока!